При показе сериала «Великолепный век» у экранов собирались тысячи поклонников этого фильма. Великолепная игра актеров, а также внимание сценаристов к деталям и стремление отразить максимально достоверно всю бытность Османской империи в то время покоряли зрителей. Для того, чтобы снять этот сериал, были потрачены огромные средства. Даже был возведен специальный павильон, в котором и проводились съемки. Это помещение до малейших деталей повторяло убранство знаменитого дворца Топкапы, ведь в самом дворце вести съемки не представлялось возможным, поскольку он являлся музеем и историческим наследием Османской империи, хотя некоторые сцены из сериала все-таки сняты именно там, для более глубокого погружения в историю Османской династии. Сценаристы и режиссеры постарались максимально точно описать героев и персонажей, живших много лет назад, и актеров подобрали самых лучших таких, которые смогли по-настоящему вжиться в роль своих героев и передать все их чувства и эмоции. Одним из самых любимых героев сериала стал главный евнух гарема Топкапы Сюмбюль-ага. Евнухи – это кастрированные мужчины, дословно переводится как «охраняющий ложе». Поскольку посторонним мужчинам вход в гарем владыки был запрещен, османы для этих целей покупали евнухов. Особым спросом пользовались черные евнухи из африканских племен. Именно их предпочитали султаны для охраны своих женщин. Но были и белые евнухи, их привозили из Кавказа или Прибалтики. По большой части в их обязанности выходила охрана внешнего периметра гарема, поэтому и возможностей для карьерного роста у них было не так уж и много. Но Сюмбюль-ага доказал, что из всех правил бывают исключения. Своей верностью и неподкупностью он привлек внимание султана, и тот сделал его главным евнухом в гареме. Что самое интересное, хотя Сюмбюль-ага на самом деле существовал и оставил свой след в истории Османской империи, по факту он жил намного позже, чем это описывается в «Великолепном веке». В сериале Сюмбюль-ага был самым верным и преданным слугой Хюррем-Султана, любимой жены султана Сулеймана Великолепного. Именно благодаря его помощи Хюррем смогла избежать многих проблем. Ни для кого не секрет, что любимая жена Сулеймана вызывала жуткую ненависть среди женщин гарема. Постоянно ее жизнь подвергалась нападкам. Валиде Султан, мать правящего султана, и его первая жена Махидевран Султан всеми силами старались ослабить влияние Хюррем на Сулеймана, а та отвечала им взаимностью. По своей природе Хюррем, бывшая когда-то Анастасия Лисовская, отличалась хитростью, коварством и изворотливым умом. Она постоянно находилась в центре интриг и заговоров, главной целью которых было удержать любовь и привязанность повелителя. Другим места в ее планах не было. Даже ее собственные дети, лишь своего первенца Мехмеда Хюррем бесконечно любила и возлагала на него большие надежды. После его смерти все ее внимание переключилось на второго сына Селима. Остальные же ее дети были постоянно обделены родительской лаской и вниманием. Когда Хюррем появилась в гареме, Сюмбюль-ага понял, что ее ждет благосклонность повелителя, и сразу принял ее сторону. Более верного и преданного слуги у Хюррем никогда не было. Когда же в дальнейшем за верную службу Хюррем даровала ему свободу, Сюмбюль-ага просто не смог расстаться со своей хозяйкой и привычным укладом жизни, ведь в гареме он был влиятельным лицом, а на свободе стал просто обеспеченным человеком, не имеющим никакой цели в жизни. Всю свою жизнь он провел рядом с семьей султана, успешно справлялся с поддержанием порядка на женской половине дворца, был в курсе всех дел и имел возможность влиять на события. Оставшись без цели в жизни, главный евнух решил все вернуть на круги своя, попытавшись наладить свою жизнь за пределами гарема, и потерпел неудачу. Сюмбюль-ага вернулся к своей госпоже и уже не покидал ее до самой смерти. А в реальности все было совсем не так, как описывалось в сериале. По факту Сюмбюль-ага жил намного позже всех событий, что происходили в сериале. В действительности Сюмбюль-ага был главным евнухом при султане Ибрагиме Безумном. Тот приходился праправнуком Сулейману Великолепному
и был 18-м султаном Османской империи. Ибрагим очень ценил этого верного и преданного человека. За все эти заслуги султан Ибрагим I приблизил к себе Сюмбюль-Агу и сделал того одним из своих советников. Таким образом, этот знаменитый евнух и правда мог влиять на историю османской державы. Несмотря на то, что евнух был белокожим, в его ведении находился весь гарем султана Ибрагима. И это удивительно, ведь в то время на такую почетную должность обычно назначались только темнокожие евнухи. Но преданность и искренность главного евнуха не поддержала сомнений, и султан часто прислушивался к его мнению, ведь Сюмбюль-Ага отличался умом, мудростью и бесконечной преданностью повелителю. Даже воздействуя на султана через его любимых и наложниц, он делал это с благой целью – направить мысли султана в нужном для империи направлении. Неспроста султан Ибрагим получил свое прозвище «Безумный». Вся его юность прошла в заточении и ожидании скорой смерти, что не прошло бесследно для его психики. Султан мог впасть в ярость по малейшему поводу, и если имел подозрение об угрозе своей жизни, то последствия могли быть непредсказуемы. В дальнейшем характер султана становился все хуже, и, возможно, именно это стало причиной смерти Сюмбюль-Аги. Однажды на невольничьем рынке Сюмбюль увидел красивую девушку и купил ее для гарема султана. Однако рабыня оказалась уже беременна, и чтобы уберечь ее от гнева султана, евнух забрал невольницу в свой дом. Вскоре она родила ребенка. Одновременно с этим у жены султана Турхан-Султан родился мальчик, будущий наследник Ибрагима. Она не могла сама кормить ребенка, и для Шехзаде нашли кормилицу. Ею оказалась та девушка, которую ранее забрал к себе Сюмбюль-Ага. Султан часто навещал рабыню, когда она кормила его сына, но ребенок его не интересовал. Ибрагим всем сердцем прикипел к ребенку этой девушки, а своего родного сына просто игнорировал. Естественно, что Турхан-Султан это совсем не нравилось, и она устраивала сцену. Султан был в ярости и, схватив маленького Шехзаде, захотел утопить его в фонтане. Ребенка смогли спасти, но во избежание повторения такой ситуации Сюмбюль-Аге пришлось покинуть Османскую империю вместе с девушкой, рабыней и ее ребенком. С собой у них было много денег и богатой одежды. Султан был очень щедр со своим верным слугой. В пути на их корабль напали рыцари Мальтийского ордена и всех убили. Они решили, что Сюмбюль-Ага и женщина с ребенком имеют отношение к правящей династии османов. Султан же, узнав о смерти своего слуги, пришел в бешенство и развязал войну против Мальтийского ордена.